Привет, друзья! Сегодняшние события в Европе складываются так, что, кажется, начинается новая дипломатическая игра. В Будапеште премьер-министр Виктор Орбан неожиданно предложил провести встречу между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Идею сразу подхватила Алис Вайдель из партии «Альтернатива для Германии», заявив, что именно Венгрия может стать местом, где Европа заговорит по-новому. А дальше еще интереснее. Трамп впервые заявил, что исход ситуации вокруг Украины остается неопределенным и допустил возможность переговоров. В то же время в Германии министр внутренних дел объявил о переговорах с талибами впервые открыто, и это уже вызвало споры в Берлине. А за океаном неожиданное решение НАСА. Проект Маска теряет монополию и на арену выходит Безос. Что стоит за этими шагами, куда движется Европа и кто пытается перехватить инициативу? Давайте разберемся и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить главные новости за последний час. Итак, в столице Венгрии, Будапеште, назревает серьезный дипломатический прорыв. Премьер-министр Виктор Орбан заявил о готовности принять встречу между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. И эту инициативу уже громко поддержала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» АДГ Алис Вайдель. Вайдель выступила на конференции в Будапеште и заявила, цитата, «Для Европы нет лучшего места для такого диалога, чем Венгрия». Она поблагодарила Виктора Орбана за то, что он не боится идти навстречу миру и примирению. По ее словам, если встреча Дональда Трампа и Владимира Путина действительно состоится в Будапеште, это станет лучшим доказательством того, что Венгрия выбрала правильный путь. Орбан ранее принимал Вайдель в венгерском парламенте. Был отмечен совместный снимок в соцсетях, где он написал, цитата, «Всегда рад видеть Алису Вайдель. Сегодня у нас была хорошая дискуссия в парламенте в Будапеште». Но инициатива вызывает оживленные реакции. Сам Виктор Орбан подчеркивает, что Венгрия может стать островом мира и площадкой, где найдется решение, которое остальная Европа отвергла. Трамп и Путин пока не назначили дату встречи, но по утверждениям источников Соединенные Штаты Америки и России обсудили Будапешт как место переговоров. Если этот саммит состоится, он станет событием международного масштаба, бросив свет на новую роль Венгрии в мире дипломатии и подтвердив амбиции Орбана выйти за рамки привычных альянсов. И это только начало. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отметил, что ситуация между Украиной и Россией остается сложной и требует дипломатического решения. Об этом он сказал в интервью американским журналистам, подчеркнув, цитата, «Они все еще могут выиграть, но я не думаю, что это произойдет». Трамп отметил, что ситуация на фронте остается неопределенной, а сама война, по его словам, очень страшная вещь. Он также отметил, что развитие ситуации зависит от множества факторов, включая международную поддержку и внутреннее решение политического руководства. Заявление Дональда Трампа прозвучало на фоне подготовки возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным, как я сказал, которая по данным средств массовой информации может состояться в Будапеште при участии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Комментаторы в Соединенных Штатах Америки также отмечают, что слова Дональда Трампа могут указывать на изменение его риторики. Если раньше он говорил о необходимости помочь Украине добиться победы, то теперь делает акцент на переговорах и скорейшем завершении конфликта. А теперь внимание, дальше начинается самое неожиданное. В Германии назревает важное политическое событие. Министр внутренних дел Александр Домбрит заявил, что переговоры с представителями афганской стороны по вопросам возвращения граждан на родину находятся на завершающей стадии. Он отметил, что эти переговоры близки к успешному завершению и в будущем депортации могут осуществляться не только чартерными рейсами, но и регулярными авиарейсами. При этом официально дипломатическое отношение между Германией и талибами вообще отсутствует. Тем не менее, для реализации политики депортации правительство Германии вынуждено вести переговоры с талибами. Ранее с помощью посредничества Катара Германия уже дважды, я вам рассказывал, осуществляла депортацию афганцев, но эти случаи были исключительными. Кроме того, ведутся переговоры и с Сирией, однако они еще не достигли того прогресса. Домбрит подчеркнул, что Министерство внутренних дел Германии провело необходимые встречи с сирийскими властями, стремясь заключить соглашение о депортации преступников и других лиц, подлежащих возвращению. Эти шаги являются той частью более широкой миграционной политики правительства Германии Фридриха Мерца, направленной на ужесточение контроля за миграционными потоками и ускорение процесса депортации, находящихся в стране незаконно.
А дальше еще интереснее. Американское космическое агентство НАСА объявило о пересмотре ключевого контракта на лунную миссию. Сумма разработок возвращается на стол переговоров, а прежний фаворит, компания SpaceX, вы знаете, под руководством Илона Маска, теряет эксклюзивные права. Причина – это серия задержек проекта. Носитель Starship и лунный посадочный модуль, разработка которого велась SpaceX, не успевает по графику, и НАСА считает, что рисковать нельзя. В заявлении агентства подчеркивается, цитата: «Мы не будем ждать только одну компанию. Теперь контракт по миссии Artemis-3 будет открыт для конкуренции, что дает шанс таким игрокам, например, как Blue Origin Джеффа Безоса, войти в гонку». Ранее миссия планировалась, я напомню, на середину 2027 года, но из-за задержек сроки сдвинулись. Решение НАСА говорит о смене курса. Космическая гонка становится многополярной, где зависимость от одного подрядчика перестает быть допустимой. В игре не только судьба американских астронавтов, но и технологический престиж страны на фоне конкуренции с другими странами. Тем временем разворачивается новая интрига. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что рассчитывает на справедливое торговое соглашение с Китаем при предстоящей встрече с президентом Си Цзиньпинем, которая запланирована на саммите в Южной Корее. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки продолжают требовать уступок по доступу на рынок и контролю за экспортом критически важных материалов. По словам Дональда Трампа, если Китай не согласится на условия, Соединенные Штаты Америки готовы ввести импортные пошлины в размере 100% на китайские товары с 1 ноября. Дополнительно Трамп заявил, что продвижение сделки важно для американской экономики и для роста экспорта сельхозпродукции, например, той же сои из Соединенных Штатов Америки. Он отметил, цитата: «Я думаю, у нас будет фантастическое соглашение с Китаем». Стороны находятся в сложной точке. Китай недавно ужесточил экспорт ограничений на редкоземельные металлы. Соединенные Штаты в ответ грозят тарифами и усилением экспортного контроля. Трамп же подчеркивает свою личную коммуникацию с Си Цзиньпинем и уверенность в итоге. Цитата: «Мы справимся». Эта встреча в Южной Корее, по оценке экспертов, может стать поворотным моментом в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира. В центре внимания не только пошлины, но и доступ к технологиям, цепочки поставок и стратегическая геоэкономика. Но на этом сюрпризы также не заканчиваются. В Германии растет раздражение среди владельцев средних предприятий. Все больше предпринимателей открыто выражают недовольство политикой правительства канцлера Фридриха Мерца. Они говорят, реформы буксуют, налоги душат, а бюрократия парализует любую инициативу. Особенно сильно недовольство ощущается в промышленности, там, где создаются рабочие места и формируется основа немецкого экспорта. Многие компании уже переносят производство, я вам рассказывал, за границу, где условия проще и налоги ниже. Крупные объединения работодателей требуют от правительства не слов, а действий, снижения налоговой нагрузки, реформы энергетического рынка и реальной поддержки инноваций. Экономисты предупреждают, если правительство не изменит свой курс, Германия может столкнуться с ослаблением своего промышленного потенциала, именно того самого среднего бизнеса, который долгие годы считался основой немецкой экономики. Следующая новость добавляет огня в общую картину происходящего. В Европе усиливается разногласие по поводу позиции Соединенных Штатов. На закрытом совещании министров иностранных дел Евросоюза глава дипломатии Кая Каллас заявила, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп должен проявить решимость и придерживаться твердой линии. По ее словам, если противоположная сторона не ощущает давления, достичь мира будет сложнее. Каллас подчеркнула, что Европа поддерживает усилия Вашингтона по поиску мира, однако доверие возможно лишь при сохранении давления и последовательной позиции западных стран. Тем временем в Брюсселе готовят новый пакет санкций, это уже 19-й по счету, и его могут согласовать буквально к концу недели, а следом начнется работа над 20-м. Дипломаты предупреждают, если Соединенные Штаты Америки ослабят свое давление, это изменит баланс сил в Европе и может разрушить доверие к Дональду Трампу со стороны союзников. Сейчас на кону не просто политика, а весь фундамент безопасности всего континента. И это не единственное, что сегодня взбудоражило политику. В Германии обостряется и внутренняя политическая битва. Партия консерваторов, Христианско-демократический союз Фридриха Мерца четко отвергает сотрудничество с движением «Альтернатива для Германии».
Лидер ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер охарактеризовал эту партию как, цитата, «врага системы». Он заявил, цитата, «Альтернатива для Германии не просто конкуренция, она представляет собой системного противника». С другой стороны, соратница движения «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель резко отреагировала на действия руководства консерваторов. В своем заявлении она написала, цитата, «Мерц и его функционеры вновь возводят стены вокруг Союза. Они выступают против нашей партии, а мы отстаиваем идею обновленной Германии». Канцлер и председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в недавнем выступлении подтвердил, его партия не ведет никаких переговоров с альтернативой для Германии. Он отметил, что между ними нет общих фундаментальных убеждений и что такое сотрудничество просто-напросто невозможно без ущерба для консервативной партии. Разногласия сегодня всплывают на фоне серии грядущих выборов в федеральных землях. В регионе, в Восточной Германии, поддержка альтернативы для Германии, я вам рассказывал, растет, а союзный лагерь стремится укрепить свои позиции, демонстрируя твердую линию. Политологи отмечают, это не просто внутренняя партийная дискуссия, а речь о стратегическом определении курса консерваторов и их места в современной политике Германии. И вот тут начинается самое интересное. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключил крупнейший контракт на поставку бронетехники. 222 боевые колесные машины «Шакал» будут переданы вооруженным силам Германии и Нидерландов. Общая стоимость сделки составляет 3,4 миллиарда евро, из которых почти 3 миллиарда получит Rheinmetall. «Шакал» – это новая многоцелевая машина на базе шасси бронетранспортера «Боксер» и модуля «Пума». Она предназначена для усиления мобильности и огневой мощи сухопутных войск, обеспечивая защиту личного состава и эффективность в выполнении задач в условиях высокой нагрузки. В рамках контракта Rheinmetall поставит 150 единиц «Шакал» для Бундесвера, а также обеспечит логистическую поддержку, включая запасные части, учебное оборудование и специальное оснащение. Кроме того, предусмотрена опция на поставку до 248 дополнительных машин. Этот заказ стал значимым шагом в укреплении обороноспособности Германии и Нидерландов, а также подтверждением лидерства Rheinmetall на рынке европейской оборонной промышленности. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.